Мы даже не задумываемся, как забиваем гвоздь за гвоздем в крышку своего гроба, покупая, а затем выбрасывая пластик тоннами, убивая все живое и планету, на которой живем, не задумываясь о завтрашнем дне. А что же дальше? Первый синтетический полимер был изобретен в 1869 году Джоном Уэсли Хайетом, который был вдохновлен предложением одной из нью-йоркских фирм в размере $10 000 для всех, кто может предоставить заменитель слоновой кости. Растущая популярность бильярда привела к сокращению поставок натуральной слоновой кости, добываемой в результате забоя диких слонов. Обработав целлюлозу, полученную из хлопкового волокна камфорой, Хайат открыл пластик, который можно обрабатывать в различных формах и имитировать такие природные вещества, как панцирь черепахи, рог, лен и слоновая кость. Это открытие было революционным. Впервые человеческое производство не было ограничено рамками природы. Эта разработка помогла не только людям, но и окружающей среде. Или тогда так считалось. Рекламные объявления восхваляли целлулоид как спасителя слона и черепахи. Пластик может защитить мир природы от разрушительных сил человеческих потребностей. Создание новых материалов также помогло освободить людей от социальных и экономических ограничений, вызванных нехваткой природных ресурсов. Недорогой целлюлоид сделал материальные блага более распространенными и доступными. И началась пластиковая революция. В 1907 году Лео Бакеланд изобрел бакелит – первый полностью синтетический пластик, то есть он не содержал молекул, встречающихся в природе. Бакеланд искал синтетический заменитель шеллака, естественного электрического изолятора, чтобы удовлетворить потребности быстро электризуемых Соединенных Штатов. Бакелит был не только хорошим изолятором, он также был прочным, термостойким и, в отличие от целлюлоида, идеально подходил для механического массового производства. Позиционируемый как материал для тысячи применений, бакелит можно было придать любой форме, предоставляя безграничные возможности. Успехи Хайата и Бакеланда побудили крупные химические компании инвестировать в исследования и разработку новых полимеров. И вскоре к целлюлоиду и бакелиту присоединились новые пластмассы. В то время как Хайат и Бакеланд занимались поиском материалов с особыми свойствами, новые исследовательские программы искали новые пластики ради самих себя и беспокоились только о том, чтобы найти им применение в будущем. Вторая мировая война потребовала значительного расширения индустрии пластмасс в Соединенных Штатах, поскольку промышленная мощь оказалась столь же важной для победы, как и военный успех. Необходимость сохранения скудных природных ресурсов сделала производство синтетических альтернатив приоритетом. Эти заменители предоставил пластик. Нейлон, изобретенный Уоллесом Каразерсом в 1935 году как синтетический шелк, использовался во время войны для изготовления парашютов, веревок, бронежилетов, вкладышей шлема и многого другого. Оргстекло стало альтернативой стеклу для окон самолетов. В статье журнала Time отмечалось, что из-за войны пластмассы нашли новое применение, и их адаптивность была продемонстрирована снова и снова. Во время Второй мировой войны производство пластика в США увеличилось на 300%. Всплеск производства пластика продолжался и после окончания войны. После Великой депрессии, а затем Второй мировой войны, люди были готовы снова тратить деньги, и большая часть того, что они покупали, была сделана из пластика. По словам Сьюзан Фрейнкель, в продукте за продуктом, рынке за рынком пластмассы бросили вызов традиционным материалам и победили, заняв место стали в автомобилях, бумаги и стекла в упаковке и дерева в мебели. Возможности пластика дали некоторым наблюдателям почти утопическое видение будущего с обильными материальными благами благодаря недорогому, безопасному гигиеническому веществу, которое люди могут формировать по любой своей прихоти. Безупречный оптимизм по поводу пластмасс длился недолго. В послевоенные годы в мозгу многих ученых во всем мире произошел сдвиг, поскольку пластик больше не считался однозначно положительным. Пластиковый мусор в океанах впервые был замечен в 1960-х годах. В десятилетие, когда люди начали все больше осознавать проблемы окружающей среды. Книга Рэйчел Карсон 1962 года «Тихая весна» раскрыла опасность химических пестицидов. В 1969 году у побережья Калифорнии произошел крупный разлив нефти.
и загрязненная река Каяхоа в Огайо загорелась, что вызвало опасения по поводу загрязнения. По мере распространения информации об экологических проблемах, наличие пластиковых отходов начало беспокоить наблюдателей. Пластик постепенно стал словом, используемым для описания того, что было дешевым, непрочным или поддельным. Репутация пластика еще больше упала в 1970-х и 1980-х годах, когда возросло беспокойство по поводу отходов. Пластик стал особой целью, потому что, несмотря на то, что многие пластиковые изделия одноразовые, пластик вечно хранится в окружающей среде. Промышленность пластмасс предложила рециклинг в качестве решения. В 1980-х годах индустрия пластмасс привела к влиятельному движению, побуждающему муниципалитеты собирать и перерабатывать вторсырье в рамках своих систем управления отходами. Однако рециркуляция далека от совершенства, и большая часть пластмасс по-прежнему попадает на свалки или в окружающую среду. Пластиковые пакеты в продуктовых магазинах стали мишенью для активистов, стремящихся запретить одноразовые пластиковые пакеты, а во многих городах уже введен запрет на использование пакетов. За несколько десятилетий людям удалось сбросить тонны мусора в океан. Одним из самых разрушительных элементов этого загрязнения является то, что пластмассы разлагаются за тысячи лет. В результате рыба и мелкие животные просто травятся. Следовательно, токсины из пластика попали в пищевую цепочку, угрожая здоровью человека. В самых загрязненных местах океана масса пластика в 6 раз превышает количество планктона. Это серьезное свидетельство, которое не оставляет сомнений в проблеме загрязненных океанов. Большое Тихоокеанское мусорное пятно, также известное как Тихоокеанский мусорный вихрь или круговорот, расположено в центральной части северной части Тихого океана и по размеру превышает штат Техас. Также есть свалки в Индийском и Атлантическом океане. На сегодняшний день всего обнаружено 5 пятен. Пластмасса переносится и сходится в океане там, где встречаются течения. Это означает, что в результате получаются огромные пластиковые острова. Ученые СС, а общество морского образования, изучили пластик в Атлантике и подсчитали, что на квадратный километр приходится 580 тысяч штук пластика. Что касается попадания пластика в океан, около 20% мусора поступает с кораблей и платформ, находящихся в открытом море. Остальные источники – выбросы мусора в море, подхваченные приливами на пляже или преднамеренные выбросы мусора. Наиболее распространенные пластиковые добавки – BPA – широко используются в контейнерах для пищевых продуктов и напитков. Уже предпринимают шаги по ограничению и регулированию использования BPA, осознавая его опасность для здоровья человека. Хуже всего то, что эти пластмассы не разлагаются биологически, поэтому они распадаются на крошечные кусочки, которые съедают рыбы и морские млекопитающие. Пластик убивает более 100 тысяч морских черепах и птиц в год от проглатывания и запутывания. Химические вещества из пластмасс выбрасываются как в воду, так и в атмосферу. Рыба легко заражается химическими веществами, содержащимися в воде. Это прямое звено того, как химические вещества из пластика входят в пищевую цепочку. Мы, люди, употребляем в пищу зараженную рыбу и млекопитающих. Ученые обнаружили микропластик у 114 видов морских обитателей, и почти треть из них попадает на наши столы. Некоторые химические вещества, добавляемые в пластик для повышения его эффективности, считаются эндокринными разрушителями, химическими веществами, которые влияют на нормальную функцию гормонов, в то время как некоторые замедлители могут мешать развитию мозга у детей. Изучение воздействия микропластика на здоровье человека очень сложно. Сегодня мы очень мало знаем о том, какие уровни загрязнения могут негативно повлиять на нас. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций заявила после недавнего исследования, что люди, вероятно, потребляют лишь незначительное количество микропластика из рыбы. С каждым днем, по мере того, как мы потребляем все больше загрязненных продуктов, загрязнение пластиком влияет на здоровье человека, даже если эти эффекты еще не проявились. Как уже было сказано, BPA присутствует во многих пластиковых предметах, которые вступают в прямой контакт с пищевыми продуктами, включая пластиковую упаковку, кухонные принадлежности и внутренние покрытия напитков.
BPA метаболизируется в печени с образованием бисфенола А и покидает наш организм с мочой. Чтобы дать вам представление о том, в какой степени мы подвергаемся воздействию этой пластиковой добавки, BPA был обнаружен в моче 95% канадцев. Основная проблема заключается в том, что, как уже упоминалось ранее, BPA является эндокринным разрушителем. Эндокринная система человека регулирует ряд основных функций организма, включая метаболизм, частоту сердцебиения, пищеварение, плодородие. Сегодня во всем мире потребительские движения требуют упаковки без бисфенола А, чтобы уменьшить вредное воздействие пластика на здоровье и общее самочувствие человека. Всемирная организация здравоохранения опубликовала шокирующее исследование в 2018 году, которое выявило присутствие микропластика в 90% протестированной бутилированной воды. Только 17 из 259 не содержали пластика. Большинство ученых согласны с тем, что это новая проблема, и если из-за нее умирают тысячи видов во всем мире, это не может быть так хорошо и для нас. Global Apparel Fiber Consurance опубликовала исследование, в котором подчеркивается, что из 100 тысяч килограммов волокон, потребляемых во всем мире за один год, 70% являются синтетическими. Синтетические волокна, такие как полиэстер, акрил, вискоза и нейлон, получают из нефти. Да, того же масла, которым мы питаем наши автомобили. Микропластики постоянно выделяются в воздух из нашей одежды, и мы вдыхаем их каждый день. Многие синтетические ткани в процессе производства обрабатываются тысячами вредных токсических химикатов. Причем полиэстер считается самой худшей тканью для кожи. Наша кожа является самым большим и наиболее проницаемым органом нашего тела и может поглощать до 60% веществ, которые с ней контактируют. Кроме того, синтетические ткани не позволяют вашей коже дышать, задерживают запахи и служат идеальной средой для роста бактерий. Эти микроволокна также способствуют загрязнению океана пластиком тонким, но повсеместным образом. Каждый раз, когда мы стираем синтетическую одежду в стиральной машине, микропластики вымываются в окружающую среду через бытовые сточные воды. Вполне возможно, что от одной загрузки белья в систему водоснабжения попадут до 1000 микроволокон из нашей одежды. При плохой утилизации отходов у людей часто нет другого выбора, кроме как сжигать мусор на открытом воздухе. Это очень распространенная практика, которая позволяет химическим веществам из пластика легко проникать в организм, когда мы дышим нормально. Отчет, опубликованный в марте 2018 года, показывает, что 5 миллиардов человек по всему миру живут без сбора и контролируемой утилизации отходов. В результате ежегодно умирает около 9 миллионов человек. В Европе проблема сохраняется, но она скрыта внутри огромных зданий, известных как мусоросжигательные заводы. Мусоросжигательные заводы в Европе должны работать с максимальной безопасностью, преобразовывая тепло, выделяемое при сжигании мусора, в энергию. Красиво, правда? К сожалению, было доказано, что мусоросжигательные заводы выделяют в воздух в огромных количествах диоксин, один из самых токсичных химических веществ, известных человеку. Когда он не попадает напрямую в нашу атмосферу, он образует токсичный пепел. Даже такая страна, как Швеция, была уличена в сборе токсичного пепла из мусоросжигательного завода на острове у Норвегии. Многие добавки в пластик считаются чрезвычайно вредными для людей и окружающей среды. И хотя у нас пока нет достаточной информации об истинных масштабах того, как пластиковое загрязнение влияет на здоровье человека, очевидно, что рост уровня загрязнения не сулит нам ничего хорошего. Хотя мы не задыхаемся от пластиковых пакетов, как морские птицы или черепахи, количество токсичных добавок, присутствующих в нашем повседневном пластике, в сочетании с нашим постоянным воздействием этого материала, является поводом для беспокойства. У нас одна жизнь и одна планета. Не пора ли нам уже задуматься над своими действиями? Привет, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о проблеме, которая становится все более актуальной с каждым днем – неперерабатываемом пластике и переработке отходов.
Мы все знаем, что пластиковые изделия окружают нас повсюду. Но что происходит с ними после того, как мы выбросим их в мусорную корзину? В этом видео мы рассмотрим процесс переработки пластика и попытаемся разобраться, в чем же подвох. Приготовьтесь узнать много нового и, возможно, изменить свое отношение к использованию пластика. Мы расскажем, что на самом деле происходит с пластиком, который сдают на переработку. Зачем нас убеждают в необходимости сортировки мусора и важности дальнейшей переработки, если реальность не совпадает с обещаниями. Давайте будем разбираться. Пластик окружает нас везде. Мы пьем воду из пластиковых бутылок, складываем продукты в пластиковые пакеты и храним еду в пластиковых контейнерах. Почти весь товар на полках магазинов продается в пластиковых упаковках. Пластик дешевый, гибкий и прочный. Он рассчитан на длительный срок службы и при этом очень долго разлагается. Посмотрите на примерную скорость разложения некоторых видов пластика. Пакеты и кофейные стаканчики – 20-30 лет. Трубочки для напитков – 200 лет. Пластиковые бутылки и стаканы – 450 лет. Подгузники и зубные щетки разлагаются дольше всего – 500 лет. Точную скорость разложения угадать невозможно, ведь все зависит от вида пластика и условий, в которых он находится. За один год человечество производит более 400 миллионов тонн пластика, 2/3 из которых являются товарами-однодневками и вскоре отправляются на свалку. Самым распространенным видом пластикового мусора являются пакеты. За минуту люди используют около 1 миллиона пакетов. Группа ученых из США выяснила, что за период с 1950-го, когда стартовало массовое производство пластика, по 2015 год было произведено около 8,3 миллиардов тонн пластика, из которых 6,3 миллиарда превратились в мусор. 12% этого мусора было сожжено и только 9% переработано. Остальные 79% лежат на свалках, плавают в мировом океане и даже попадают в пищевую цепочку человека в виде микрочастиц. Подробнее с этим глобальным исследованием можно ознакомиться в журнале Science Advanced. Если так и дальше продолжится, то к 2050 году на Земле уже будет 12 миллиардов тонн пластиковых отходов. Идея о переработке пластика возникла 30 лет назад. В то время развитые страны впервые столкнулись с проблемой утилизации мусора. Возник логический вопрос: что делать с переполненными свалками? Тогда в Германии изобрели новую систему маркировки – зеленую точку. Таким значком были помечены упаковки, что подлежали вторичной переработке. Этот опыт переняли множество западных стран, и их жители получили указания об обязательной сортировке мусора. Бумага, металл и пластик получили шанс на вторую жизнь. План отличный, но что пошло не так? Почему сегодня мы вырабатываем больше первичного пластика и куда девается вторичный? Пластик, что мы выбрасываем, слишком загрязненный, и с ним гораздо труднее и дороже работать, чем с первичным сырьем. Сегодня во всем мире только 2% пластиковой упаковки проходят замкнутый цикл переработки и полноценно используются повторно. Все остальное, что подается под соусом переработки, в лучшем случае превращается во вторичную продукцию низкого качества, а в худшем идет на термическую переработку. Да, пластик отлично горит, ведь его производят из нефти. Сжигание превращает 80% материала в газы, а остальные 20% в шлак. Твердые остатки можно использовать, например, в строительстве. Но что насчет газов? Какое влияние они окажут на атмосферу? Конечно же, чрезвычайно негативное. Это прекрасно понимает каждый из нас. При сжигании мусора и пластиковых отходов выделяются вредные вещества, такие как окись углерода, закись азота, твердые частицы, канцерогенные диоксины, фураны и другие загрязнители. Эти выбросы могут вызывать рак, респираторные заболевания, нервные расстройства и врожденные дефекты. Близлежащие населенные пункты подвергаются угрозе от таких выбросов. Но как избежать таких последствий? Например, мусороперерабатывающий завод A-Major Resource Center, что расположен в столице Дании Копенгагене, оснащен системами очистки, которые полностью исключают из воздуха продукты горения. Но есть и другая сторона медали. Эти фильтры не способны бороться с большими объемами углекислого газа, которые выбрасывают такие заводы.
Как ни крути, пластиковые отходы – это проблема, от которой необходимо избавиться. На протяжении 20 лет западные страны не переживали об этом. Они вывозили миллионы тонн пластикового мусора в Китай. Китайцы получали хорошую оплату и не задавали лишних вопросов. Но после 2018 года все изменилось. Китай еле сумел справиться со своими отходами, поэтому власти страны запретили ввоз пластикового вторсырья. Тогда США и Европе пришлось искать новые способы решения проблемы, а они, к сожалению, не всегда были законными. Действительно, зачем тратить огромные суммы на переработку, если можно дешево и сердито отправить отходы контрабандой, например, в Турцию? Нужно всего лишь прикрыть смешанный пластик слоем разрешенного к ввозу пластика вида ПЭНД, и турецкие таможенники вас пропустят. Также мусор стали отправлять в Индонезию, Малайзию, Вьетнам и на Филиппины. Но со временем эти государства также ввели ограничения на импорт. Следующей страной, куда стали свозить пластиковое вторсырье, стала Болгария, самая бедная и коррумпированная страна Евросоюза. Там, в 20 километрах от столицы Болгарии, Софии, лежат горы мусора, которые в лучшем случае станут топливом для цементного завода. Да, во все эти страны отправляли пластик, подлежащий переработке, но он либо оказывался на нелегальных свалках, либо незаконно сжигался. Так что же получается? Люди платят деньги за переработку, но на самом деле ничего не происходит. Выходит, что так. По сути, компании и производители занимаются гринвошингом, когда убеждают покупателей в том, что их непригодная к переработке упаковка перерабатывается. Это подтверждается и в отчете экологической некоммерческой организации Change Markets Foundations, где указано, что заявления крупных товарных брендов, в частности Coca-Cola и Unilever, про экологичность пластиковой упаковки вводят потребителей в заблуждение. Вместо того, чтобы отказаться от такой тары, они ищут партнеров, которые помогают им скрывать правду. В наше время поставить зеленую маркировку «подлежит переработке» недостаточно. Нужно, чтобы люди видели реальные цифры сбора и вторичного использования пластика и смогли сравнить их с общим объемом производства. А для самих компаний это бы стало стимулом не оставлять пустых убеждений на упаковках. Слышали ли вы когда-то название TerraCycle? Это американская компания по переработке органических отходов. Она является партнером таких мировых гигантов, как Nestlé, Procter & Gamble, Gillette, L'Oreal, Henkel, Schwarzkopf и многих других. Эти производители могут наносить логотип TerraCycle на все свои упаковки, но на переработку отправляют лишь некоторые из них. Почему же так происходит? Дело в том, что компании оплатили переработку лишь малой части отходов, а платить за все свои упаковки им невыгодно. Такой трюк позволяет им усидеть одновременно на двух стульях, ведь реальные цифры они никому не показывают. И у нас возник логический вопрос. Почему никто не несет ответственности за столь крупный обман? В 2022 году команда BBC исследовала британскую программу утилизации TerraCycle и обнаружила, что тюки с упаковками, помеченные знаком TerraCycle, предназначенные для переработки в Великобритании, были отправлены в Болгарию в качестве топлива для цементного завода. Позже представители компании объяснили, что это был единичный случай, когда пластиковые отходы по ошибке отправили не по адресу. Их обещали вернуть в Британию и переработать. Надеемся, TerraCycle сдержали свое слово. Если самые развитые страны мира не могут решить проблему переизбытка пластика, то что тогда происходит в более бедных регионах планеты? Естественно, там ситуация еще хуже. Например, в Индонезии нет системы сортировки и утилизации отходов. Огромные горы пластиковых упаковок пытаются хоть немного убрать местные волонтеры, но одних их усилий слишком мало. А в Индии сортировкой мусора занимается специальная каста людей, которые отбирают пластик по свалкам и сдают перекупщикам. Но все это капля в море. С каждым годом объемы производства пластика увеличиваются, переработка сокращается, а большинство отходов не подлежат переработке. В 2019 году ведущими мировыми компаниями, чья деятельность связана с производством полимеров и нефтехимии, был создан Международный альянс по устранению пластиковых отходов. В
число учредителей вошли BASF, Chevron Phillips Chemical, ExxonMobil, Dow Chemical, Mitsubishi Chemical Holdings, Procter & Gamble и Shell. Благодаря выгодному сотрудничеству, инновационным технологиям и внушительным инвестициям, Альянс обещал на основе все той же переработки создать замкнутый цикл жизни пластиковых отходов. Альянс обязался к 2024 году инвестировать $1,5 миллиарда на сокращение пластикового загрязнения. Но амбициозные обещания оказались далеки от реальности. Вместо того, чтобы увеличивать объемы переработки, компании-члены Альянса прогнозируют увеличение объемов производства первичного пластика. Попытка включить пластик в экономику замкнутого цикла провалилась. Зачем же давать пустые обещания? Ответ простой. Деньги. На производстве одноразовой упаковки производители зарабатывают огромные суммы, а перерабатывать пластик им финансово невыгодно. Кроме того, большая часть пластиковой упаковки просто не подлежит переработке. Если у вас сложилось впечатление, что весь пластик не перерабатывается, то это не так. В этом видео речь шла о неликвидных пластиках, дойпак и полипропиленовых пакетах. Это, к примеру, упаковки от чипсов, кормов для животных, хлеба и другие. Сортировать такой мусор, как бутылки из-под газированных напитков и уходовой косметики, крайне важно, ведь они активно перерабатываются. И в магазинах стран Европы можно найти упаковки или садовые горшки из переработанного пластика. Но добыча нефти, а соответственно и сопутствующего продукта нефтяного газа, из которого производят пластик, не прекратится. Превратить газ в ресурс, то есть в пластиковые гранулы, стоит копейки, а их продажа приносит миллиарды прибыли. Поэтому надеяться на то, что пластик не будут производить, наивная иллюзия. А что можем сделать мы, обычные потребители? Продолжать жить как прежде или изменить свои привычки и выйти из зоны комфорта? Если мы хотим спасти планету, то мы должны выбрать только второй вариант. Каждый человек должен стать настолько осознанным, что максимально сократить использование неперерабатываемого пластика и не создавать мусора, который за пару секунд окажется на свалке и будет разлагаться сотню лет. Вы согласны с этим? Делитесь с нами в комментариях, что вы думаете по поводу переработки отходов. Всем привет! Сегодня мы поговорим о загрязнении окружающей среды, одной из самых острых проблем 21 века. Человек, думая в первую очередь о своем комфорте, потребительски относится к природным ресурсам. Ежедневно в озера и реки сливаются тонны жидких химических отходов от заводов, фабрик, атомных электростанций и других предприятий. Выхлопные и промышленные газы загрязняют атмосферу, создают парниковый эффект и вызывают тяжелые заболевания у людей и животных. Бездумное использование природных ресурсов, выкачка нефти и газа, разработка карьеров, вырубка лесов также катастрофически ухудшают экологическую обстановку. Если вы сортируете мусор, минимизируете использование пластика, выбираете экологический транспорт, вы, безусловно, помогаете нашей планете. Но знаете ли вы, что второй по значимости проблемой для окружающей среды является наша одежда? Да, те изделия, что покрывают и защищают наше тело, медленно убивают экологию. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, что такое быстрая мода и какое влияние она оказывает на экологию. Мы познакомим вас с брендами, которые являются самыми яркими представителями быстрой моды, и разберемся, каким последствиям приводит бесконтрольное производство одежды. Расскажем, какие изменения происходят в индустрии моды сегодня и что потребители могут сделать, чтобы спасти планету. Но давайте обо всем по порядку. На протяжении всей нашей жизни мы регулярно покупаем одежду. Чаще всего мы меняем гардероб, когда наши вещи становятся немодными. Мода – изменчивое и скоротечное явление. Под влиянием культурных и политических факторов она определяет тип, форму и крой одежды, которая будет популярна в какой-либо сфере определенное время. Быстрая мода или fast fashion – это максимально частое обновление одежды, соответствующее новым тенденциям моды. Потребители получают практически идентичную одежду той, которая только засветилась на мировых подиумах.
Буквально за неделю-две трендовые модели появляются в магазинах масс-маркета по достаточно низким ценам. При такой бизнес-модели новинки выпускаются до 50 раз в год и поступают в магазины почти каждую неделю. Актуальные тренды теперь доступны каждому. Дешевая одежда позволяет собрать бюджетный стильный лук, надеть его на один вечер, а затем отправить пылиться в шкаф или выбросить на помойку. Так возникают дополнительные угрозы для окружающей среды, ведь ресурсы для их производства тратятся зря. Вещи fast fashion производятся из бюджетной ткани и могут покрыться катышками после первой носки или потерять форму после первой стирки. Такие изделия не рассчитаны на длительную эксплуатацию, максимум на один сезон. Быстрое обновление гардероба выгодно компаниям. Они увеличивают товарооборот и получают хорошую прибыль. Но чем это может обернуться для экологии и всего человечества? Давайте посмотрим на цифры. За последние 20 лет объем производства одежды в мире увеличился более чем в 2 раза. Каждый год изготавливается порядка 150 миллиардов предметов гардероба. Это на 400% больше, чем в 2000 году. Из них продается чуть больше половины. Сегодня среднестатистический покупатель приобретает на 60% больше одежды, чем 20 лет назад. Но носит меньше. Срок использования одной вещи сократился в 5 раз. 80% вещей из масс-маркета оказываются на помойке раньше, чем за 12 месяцев после покупки. Около 20% новой одежды остается не распакованной и не надетой ни разу. На свалку отправляется 9 из 10 вещей, и только 10% одежды попадает на переработку. При всем желании выглядеть стильно, люди носят большую часть времени лишь 20% своего гардероба. Несмотря на все эти цифры, маркетинговые компании продолжают уверять, что именно без этой новинки нам не обойтись. Под влиянием рекламы потребители совершают импульсивные покупки. Многие из них даже не догадываются, какой вред планете приносит очередная стильная обновка. Кроме того, индустрия моды тратит огромное количество невозобновляемых ресурсов. Например, на производство одной футболки требуется около 2700 литров воды. После нескольких стирок ее выбросят на свалку, где она будет медленно разлагаться, загрязняя окружающую среду. И даже это далеко не полная картина. Текстильная промышленность сама по себе губительно влияет на природу, а быстрая мода ускоряет эти деструктивные процессы. По скорости загрязнения окружающей среды она почти догнала нефтяную промышленность. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, в состав почти половины всей производимой одежды входят хлопковые волокна. Для выращивания хлопчатника требуется обильное орошение почвы огромным количеством воды. Это ставит под угрозу мировые запасы питьевой воды. Кроме того, разлагаясь на мусорных свалках, натуральные ткани выделяют метан и загрязняют грунтовые воды. На производство искусственных тканей ежегодно тратится около 10 тонн нефти. Во время стирки от синтетических вещей отделяются тысячи микрочастиц пластика. Они проходят через очистные станции и попадают в мировой океан. В некоторых странах частицы пластика уже были обнаружены в питьевой и бутилированной воде. А в 2020 году ученые впервые нашли микропластик в человеческой плаценте. Попадая на свалку, синтетические волокна разлагаются 200 лет, выделяя парниковые газы и ядовитые вещества. Сточные воды текстильных фабрик насыщены токсичными отходами, красителями, фрагментами синтетических волокон, пестицидами с хлопковых полей. Сброс ядовитых химикатов, используемых для покраски тканей, превращает реки в разноцветные потоки, которые сжигают все на своем пути. Fast Fashion пока не готова платить больше за экологическую систему окрашивания и продолжает использовать дешевые красители. Это приводит к гибели речных животных и делает воду опасной для жизни. Такие крупнейшие реки, как Ситерум в Индонезии и Чжуцзян в Китае, уже стали непригодными для человека и рыбы. Кроме того, некачественные ткани, дешевые красители и неправильная утилизация представляют опасность для работников фабрики и жителей близлежащих районов. Быстрая мода – это проблема, что привела к появлению огромного количества одежды, которая быстро обесценивается, не перерабатывается и отправляется на свалки по всему миру.
Старейшими и крупнейшими гигантами fast fashion принято считать бренды H&M и Zara. Сегодня Zara выпускает более 20 коллекций в год, а H&M предлагает новые продукты не реже, чем раз в месяц. Также к быстрой моде относятся Forever 21, Primark, Topshop, Mango, Asos, Missguided, Boohoo, Gap и многие другие. Эти бренды производят большое количество недорогой одежды, которая быстро меняется в соответствии с модными тенденциями и не предназначается для длительного использования. Они не всегда соблюдают стандарты экологической безопасности, и большинство вещей создают из дешевых синтетических материалов – полиэстера, нейлона, вискозы. Эти магазины пропагандируют быструю моду и демократизируют цены. Они могут вас одеть как голливудскую кинозвезду, но только в пластиковую одежду. Производство крупных брендов fast fashion расположено в основном в странах Азии – в Бангладеше, Индии, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии. В этой сфере, кроме вреда окружающей среде, часто встречаются нарушения прав работников. Мизерная оплата труда, низкие стандарты безопасности на производстве, нарушение прав женщин, эксплуатация детского труда. Нашу одежду шьют около 75 миллионов людей, 80% из которых молодые женщины в возрасте от 18 до 24 лет. Большинство из них вынуждены работать в ужасных условиях за копейки. Например, швея с Эфиопии зарабатывает в среднем $26 в месяц, а с рубашки за $29 рабочий получает 0,6%. То есть 18 центов. Поэтому, когда вы снова увидите бирку «Made in Bangladesh», то стоит задуматься, кем эта вещь сшита, за какую оплату и в каких условиях. Также многие текстильные фабрики находятся в Турции, Китае и других развитых странах. Здесь также никто не спешит решать проблему загрязнения природы, ведь желание удешевить производство превышает стремление сохранить экологию. Модная индустрия потребляет много энергии, электричество требуется для работы оборудования, а тепло – для мытья, сушки и окрашивания тканей. Как следствие, производства выбрасывают значительное количество парниковых газов в атмосферу. По выбросам углекислого газа текстильная промышленность вдвое вреднее судоходства и авиации вместе взятых. Помимо этого, транспортировка готовых изделий приводит к дополнительному выделению СО2. Ведь, к примеру, только за 2018 год мировая фэшн-индустрия стала причиной выброса более 2 миллиардов тонн парниковых газов, что составляет 4% от общего количества. Таким образом, fast fashion ускоряет глобальные изменения климата. Сегодня в сфере быстрой моды происходят изменения, связанные с увеличением обязанностей потребителей и требований к экологической и социальной ответственности брендов. Все больше компаний начинают работать над улучшением условий труда в своих производственных цепочках, а также над снижением экологического воздействия при транспортировке товаров. Также некоторые бренды начали запускать программы по вторичной переработке и утилизации своих товаров. Например, H&M предлагает клиентам сдать старую одежду и получить 15% скидки на новую, а все непроданные вещи компания отправляет на переработку или в благотворительные фонды. Некоторые бренды периодически выпускают линии одежды из органических материалов. Например, в 2017 году Mango выпустил экологическую линейку одежды Committed. Для ткани были использованы материалы натурального происхождения – органический хлопок, лен и тенцель. А в концепции линейки были заложены принципы справедливой торговли и устойчивого производства. Также с каждым днем растет популярность брендов, которые специализируются на экологически чистой моде. Например, Patagonia, Reformation, Everlane, Amo Vert, Эйлин Фишер. Эти бренды используют только натуральные материалы, а также соблюдают высокие стандарты социальной ответственности. Они стремятся создать более устойчивую и щадящую модную индустрию. Современная мода пытается найти пути решения экологических проблем, но пока еще не вывела идеальную формулу.
Важно помнить, что не только текстильные гиганты, но и каждый потребитель может внести свой вклад в уменьшение негативного воздействия производства одежды на окружающую среду. Даже на бытовом уровне мы можем способствовать улучшению экологической ситуации. Быстрая мода приводит к созданию большого количества отходов. Многие люди выбрасывают свою одежду после нескольких носок, вместо того, чтобы дать ей вторую жизнь или переработать. Покупка некачественных вещей, что прослужат дольше, и забота о правильной утилизации – это первые шаги на пути к спасению экологии. При походе в магазин остановите свой выбор на более устойчивых и менее вредных материалах, таких как органический хлопок, бамбук или конопля. Чаще покупайте БУ одежду, пользуйтесь услугами аренды и выбирайте бренды, которые заботятся об окружающей среде. Это также снизит негативное влияние fast fashion. Но ни в коем случае не выбрасывайте на свалку и не сжигайте вещи. В идеале бренды должны стать более сознательными и сократить производство одежды от нескольких раз в месяц до одной коллекции в сезон. Также нужно менять источники энергии на производствах. Энергоснабжение и замена существующих технологий на возобновляемые источники энергии должна сократить выброс углекислого газа на 60%. Также производители могут предлагать клиентам услуги по ремонту и переработке одежды в новую ткань и помогать избавляться от старых вещей. Некоторые бренды уже начали трансформацию в сторону большей ответственности перед экологией. Но единичные экопроекты не в силах противостоять мировым монополиям. Положительные изменения могут быть достигнуты только при совместных усилиях всей отрасли и общества в целом. Потребитель играет главную роль в этой системе. Не будет спроса – не будет предложения. В противовес быстрой моде в последние годы начала развиваться идея устойчивой моды. Это понятие предполагает изменение принципа потребления путем замедления темпов обращения стиля, переработки материалов, обращения к экологическому стандарту и этике потребления. В 2007 году Кейт Флетчер противопоставила быстрой моде понятие «медленная мода». Это направление предназначено, чтобы отказаться от бездумного потребления масс-маркета. Медленная мода – это об осознанном выборе, неповторимом стиле, покупках в секонд-хендах и винтажных магазинах, натуральных тканях и экологичности. Сегодня поколение Z и миллениалы выступают за сознательное потребление больше, чем любая другая возрастная группа. Это, несомненно, вселяет надежду на светлое будущее. Пока проблема быстрой моды не стала катастрофой, мы еще можем что-то изменить и не допустить, чтобы наша планета утонула в горах текстильного мусора. В этом мире будут жить наши дети, поэтому перед очередной покупкой не поддавайтесь импульсу, хорошо обдумайте ее ценность и цель приобретения. Помните, внешний вид – это не только одежда. На этом у нас все, друзья. Делитесь в комментариях, как часто вы обновляете свой гардероб и каким способом избавляетесь от старой одежды. Мы имеем дело с мусором каждый день. Ежедневно каждая хозяйка сама или посредством домочадцев выбрасывает в мусорные контейнеры ведро мусора. Если система вывоза налажена хорошо, то в городе никто не обращает внимания на то количество мусора, которое за один день производится и выбрасывается только одним домом. Но если мы начнем разбираться, сколько мусора производит все население Земли и куда этот мусор девается, то можем испытать настоящий шок. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это крупнейшая зона накопления пластмассы в океанских водах. Ученые заметили его между Гавайями и Калифорнией еще в конце 70-х, но по-настоящему забеспокоились лишь после публикации американского океанолога и спортсмена Чарльза Мура. В следующие годы Чарльз Мур пытался достучаться до общественности и писал одну за другой статьи, а также основал фонд морских исследований Алголита. В 1999 году выяснилось, что мусора в пластиковом супе в 6 раз больше, чем зоопланктона. 80% отходов поступает в этот район с суши, а 20% сбрасывается с кораблей. При этом мусор с западного побережья Северной Америки совершает путешествие сюда за 5 лет, а с восточного побережья Азии примерно за год. За последние 20 лет экологи провели множество исследований Большого Тихоокеанского мусорного пятна. Новейшее и самое крупное из них продлилось 3 года и завершилось публикацией печального отчета в 2018 году.
В этой экспедиции приняли участие 30 кораблей, оборудованных сетями. Они одновременно прошли через пятно, чтобы оценить его истинные масштабы и взять пробы. Картографическая работа велась также с 2 самолетов. В частности, самолет Си-130 «Геркулес» был оснащен передовыми датчиками для сбора мультиспектральных изображений и 3D-сканирования океанского мусора. Ученые, связанные с Фондом очистки океана, 6 университетами и компанией по производству воздушных датчиков, опубликовали свои неутешительные выводы в журнале Scientific Reports. Выяснилось, что площадь мусорного пятна равна 1,6 миллиона квадратных километров. То есть оно вместило бы 3 Франции или 2 Техаса. Количество пластика превзошло ожидания ученых в 16 раз. Они собрали 1,2 миллиона образцов и подсчитали, что большое Тихоокеанское мусорное пятно хранит в себе 1,8 триллиона кусков пластика весом в 80 тысяч тонн. Примерно столько же весит 500 гигантских реактивных самолетов. Ученые ожидали увидеть преимущественно микропластик, но оказалось, что 92% отходов представлено крупными кусками – бутылками, банками, пакетами и прочим, и только 8% маленькими частицами размером менее 5 мм. Само по себе пятно исчезнуть не может. Ситуация с каждым годом будет только ухудшаться, поскольку приток мусора в этот район между Гавайями и Калифорнией гораздо больше, чем отток. Ежегодно в океан из рек поступает от 1,15 до 2,41 миллиона тонн пластика. По прогнозам некоторых ученых, к 2050 году в земных океанах будет больше пластика, чем рыбы. Разные виды растений и животных обрели свой новый дом в большом Тихоокеанском мусорном пятне. И это может быть опасно для обитающих в океане живых существ. По словам автора исследования Линдси Харам из Смитсоновского центра экологических исследований, многие прибрежные виды беспозвоночных выбрали своим домом эту свалку пластика. Вместе со своими коллегами Харам назвала новое сообщество живых организмов неопелагиальными. Пелагиаль – это участок океана возле поверхности. Давно известно, что прибрежные виды беспозвоночных могут пересекать водные пространства с помощью водорослей, древесины, семян растений. Но это биоразлагаемый материал, который не существует долго. С появлением огромного количества пластиковых отходов вопрос с дальней транспортировкой в открытый океан решился сам собой. Теперь прибрежные виды не только могут путешествовать на пластике, но и заселяют большую пластиковую свалку в Тихом океане. Раньше большие расстояния были преградой для расселения прибрежных организмов, а теперь они не только плывут в открытый океан, но и быстро воспроизводятся и создают обширные сообщества. По словам ученых, новые виды могут выступить в качестве захватчиков местной территории океана, что повлечет за собой изменения в экосистеме. Таким же образом, эти организмы могут стать инвазивными видами, которые смогут проникнуть на охраняемые природные парки на островах и на охраняемые морские территории. По словам Харам, новые экосистемы еще нужно тщательно изучить, и ответы на вопросы, сколько прибрежных видов обитают уже в этом мусорном пятне и как часто они пересекаются с другими видами. Пластик уже стал таким же вездесущим веществом в океане, как вода и соль. Он присутствует в организме многих морских животных и даже, возможно, в вашем, если вы едите рыбу и морепродукты. Ученые специально ловили обитателей океанов, искали в них пластмассу и, конечно, находили. Например, рацион морских черепах, которые были пойманы в районе мусорного пятна на рыбных промыслах, на 74% по весу состоял из океанических пластмасс. Пластик становился причиной гибели животных и по другой причине. 46% пятна составляют рыболовецкие сети, которые калечат и убивают всех своих случайных жертв. Экологи бьют тревогу. Пластик добрался даже до самых удаленных частей света, например, на отдаленных берегах острова Шпицберген в Арктике. В среднем находят по одному предмету через каждые 5 метров. Прошлым летом австралийские ученые нашли мусор даже на острове Хендерсон, который находится между Новой Зеландией и Перу. А ведь в радиусе 5500 километров от него нет ни одной обитаемой территории.
Зная, что 4 океанических течения сгоняют мусор в гигантский водоворот между Калифорнией и Гавайями, Калифорнийский некоммерческий институт Ocean Voyages Institute занимается этой проблемой с 2009 года и регулярно организует рейсы для очистки океана. В прошлый раз экспедиция Калифорнийского некоммерческого института собрала 40 тонн пластика, в том числе была выловлена 5-тонная рыболовецкая сеть. Ученые подсчитали, что 90% пластиковых отходов в Мировом океане попали в него всего через 10 рек. Перехват пластика в реках гораздо более рентабелен, чем борьба с ним в океане. Об этом одним из первых задумался молодой изобретатель из Нидерландов Боэн Слат. С тех пор, как в 16 лет во время отдыха с родителями в Греции он увидел мусор в море, Слат прилагает массу усилий по организации очистки океана. Созданная им компания The Ocean Cleanup в прошлом году представила систему Interceptor для сбора мусора в реках. Она выглядит как катамаран, к которому прикреплен длинный плавающий барьер. Interceptor работает на солнечной энергии и способен за сутки собрать до 50 тысяч килограммов мусора. Однако больше всего Слата занимает большое мусорное пятно. Пока мир сражается с коронавирусом, нидерландский изобретатель отправил в Тихий океан судно, которое собирает мусор с помощью легких водоплавающих труб общей длиной 600 метров. Первая партия отходов была доставлена в Нидерланды на переработку в начале марта. Компания существует на пожертвования неравнодушных граждан. Но Боэну Слату предстоит запустить еще сотни экспедиций, прежде чем этот район начнет очищаться. Если же люди не перестанут покупать пластиковые вещи и бросать их в воду, то приток в любом случае будет превышать отток, а океан в конечном итоге затянется ровным слоем мусора. Несмотря на то, что исправление и очистка этого огромного мусорного пятна кажется сложной задачей, впереди есть шаги, которые мы с вами можем предпринять в нашей повседневной жизни, чтобы предотвратить добавление отходов к существующему, а также образование новых пятен мусора в других частях нашего океана. Необходимо следующее. Контролируйте использование одноразовых предметов в вашей жизни. Убедитесь, что вы используете вещи достаточно долго, прежде чем подумать об утилизации. Прочтите о типах пластмасс и узнайте больше о методах их переработки. Поменяйте местами обычный пластиковый предмет, который вы используете ежедневно, и более экологический. Примите участие в уборке пляжа, сквера, парка, своего двора и даже попытайтесь организовать ее с вашими друзьями и семьей. Распространите больше понимания ситуации среди своих знакомых. Вырежьте петли из пластиковых предметов. Даже если они окажутся в океане, морская жизнь не должна умереть мучительной смертью. Старайтесь сортировать свои отходы. Общество уже осознает, что нужно массовое понимание и соблюдение правил по выбрасыванию пластиковых отходов обывателям. Только всеобщими усилиями мы сможем противостоять засорению Мирового океана, материковой части континентов и тем самым спасем природу, животный мир и себя. Необходимо масштабировать и ужесточить существующие требования к нарушителям, загрязняющим водные акватории Мирового океана. Необходимо увеличить утилизационные предприятия и производство, вводить их в странах третьего мира. Ведь основной источник засорения именно они. Но начинать этот процесс нужно каждому с себя. Берегите природу, и она убережет вас. Наша цивилизация является техногенной и не может прожить без различных девайсов и технологий на нынешнем этапе. И одним из самых главных элементов в этой крайне сложной и многоэтапной системе является нефть. Нефть – это кровь современного мира, а двигатель внутреннего сгорания – его неукротимое сердце. Это черное золото является уникальным и невозобновляемым ископаемым, которое сформировалось из остатков органических отходов в результате колоссального давления и серьезных температурных воздействий. Способ добычи нефти на самом деле прост. Специалисты ищут место с возможными залежами и бурят скважину до нужного уровня. Нефть, находясь под давлением, самостоятельно выбирается наружу. Иногда для эффективности устанавливают дополнительные насосы или закачивают воду под землю, чтобы повысить выходящее давление и добиться максимальной эффективности.
Сегодня человеческая раса – это глобальная цивилизация, которая сильно зависит от обильных запасов сырой нефти. В период с 1965 по 2015 год спрос на сырую нефть вырос примерно в 3 раза. Этот удивительный ресурс используется не только для двигателей внутреннего сгорания. Мы буквально во всем зависим от них. Продукты питания, материалы, одежда, компьютеры, мобильные телефоны, фармацевтические препараты и так далее. Все прямо или косвенно требует сырой нефти и других ископаемых видов топлива для частей их производства или транспортировки. Пока ученые не смогли синтезировать нефть в лабораториях, и очевидно, что это жидкое золото со временем станет иссякать. Впрочем, случится это не внезапно. Более того, технически говоря, на самом деле маловероятно, что у нас когда-нибудь закончится нефть. Но это не потому, что по всему миру закопано бесконечное количество черного вещества. Нефть и все другие ископаемые виды топлива по самой своей природе являются органическими ресурсами. Но по мере того, как более легкие резервуары нефти истощаются, другие более сложные резервуары становятся экономически жизнеспособными. Более глубокие и другие, более сложные с технической точки зрения месторождения обходятся дороже в эксплуатации. Но пока существует спрос на нефть, они того стоят. Согласно статистическому обзору British Petroleum, у нас должно хватить запасов примерно до 2070 года. Интересно, а каким может быть мир без нефти и как ее отсутствие повлияет на различные сферы жизни? Экономика. Да, первый удар придется по экономике стран, зависящих от добычи углеводородов. В первую очередь это страны ОПЕК и Ближнего Востока. Здесь десятки тысяч людей останутся без работы и серьезного заработка, что может спровоцировать социальные волнения и беспорядки. Это интересный мысленный эксперимент внезапно изобразить мир без нефти. В своем логическом заключении он включает в себя гораздо больше – полный и быстрый распад общества, ведущий к тотальному откату практически по всем фронтам. Как минимум, мир вернется в середину XIX века, когда человечество только начинало добывать углеводороды в серьезных количествах. Поскольку подавляющая часть производимой и импортируемой нефти используется для двигателей наших автомобилей, мотоциклов, грузовиков, поездов и самолетов, влияние на транспорт будет самым сокрушительным. Цены на заправках сразу же подскочат до невообразимых высот, хотя скоро они попросту исчезнут. Потому что стратегический резерв готовых нефтепродуктов, бензина, дизельного и авиационного топлива часто предлагался, но никогда не создавался, и подавляющее большинство стран не имеют такого резерва. В течение месяца все топливные баки будут сухими, а дороги, рельсы и небо станут практически пустыми. У нас, конечно, есть электропоезда, но железнодорожные перевозки зависят от автомобилей на каждом конце пути. Без нефти прекратилась бы авиация, судоходство и автоперевозки. В результате мировая торговля столкнется с серьезными трудностями. И снова представим себе этот далекий мир XIX века, где велосипед мог стать основным средством передвижения. Конечно, стоит помнить об электрокарах и других современных продуктах индустрии, типа сегвеев и электроскутеров. Но проблема в том, что пластмасса и многие другие жизненно важные элементы конструкции также являются вторичными продуктами обработки нефти. Автомобильная промышленность является глобальной отраслью. Ископаемое топливо необходимо для транспортировки компонентов, используемых в транспортных средствах, к месту фактического производства. Поэтому даже в случае пропажи всей нефти земного шара электрокарам не удастся покорить мир. Конечно, в перспективе ситуация может измениться, но поначалу мы будем очень зависеть от расстояний, и наша жизнь кардинально поменяется. Как далеко до ближайшего продуктового магазина? Сколько времени нужно, чтобы ходить пешком до работы? Столкнувшись с нашей зависимостью от автомобилей, мы будем искать любые решения, которые сможем найти. Вскоре мы будем искать электромобили или стараться переоборудовать наши автомобили для работы на природном газе. Но нам нужно будет некоторое время подождать, чтобы обеспечить адекватные поставки природного газа, создать инфраструктуру доставки и переоборудовать машины. Еда.
С едой все тоже будет сложнее. Отсутствие нефти указывает на то, что сельскохозяйственные тракторы и другое оборудование остановились. А рыбацкие лодки не могли выйти в море без топлива для своих дизельных двигателей. Что еще более серьезно, это то, что производство искусственных удобрений столкнется с трудностями, учитывая, что это зависит от водорода из природного газа, реагирующего с азотом. И опять же, транспортные компании и крупные сети не смогут доставлять нам те продукты, к которым мы привыкли. Позаботьте о бананах, свежих мандаринах и других экзотических фруктах. В мире без нефти вы перейдете на продукцию местных фермеров. Хотя, если никто не может привозить свежие овощи со всей страны, мы, возможно, склонны вернуться к основам и выращивать собственные продукты. Потребностью станут местные фермеры, а не просто люди, которые продают нам мед на базаре. Сельское хозяйство могло бы продолжаться в меньших масштабах, следуя старым методам с сезонным местным ассортиментом продуктов питания. Тем не менее, убедитесь, что еда поступает свежей, потому что ее будет очень трудно хранить в холодильнике. Конечно же, рыбалка и охота может стать дополнительным выходом, но здесь еще одно «но». Леска тоже сделана из нефтепродуктов, поэтому ее не будет в наличии. Предметы быта. Одно из важнейших веществ, получаемых из нефти – пластмасса. Очевидно, что ее было бы невозможно производить в сегодняшних масштабах, если бы добыча нефти внезапно прекратилась. В нашей жизни проще назвать предмет, который так или иначе содержит пластмассу или другие нефтепродукты, чем наоборот. Полиэтилен, например, используется для изготовления упаковки, строительной и сельскохозяйственной пленки, термоусадочной пленки, бумажных и картонных покрытий, пакетов для переноски, мешков и шлангов. Кроме того, сюда входят трубы, бутылки, канистры, ведра, электроизоляция, предметы домашнего обихода и технические изделия, некоторые прогулочные лодки, пенопласт, игрушки и многое другое. Осмотрите комнату, в которой вы сидите, и подумайте, сколько там вещей из пластика. Ответ – почти все. Этот материал произвел революцию в нашей повседневной жизни. Отопление. Исчезновение нефти будет означать существенные потери для выработки электроэнергии. Одним из наиболее важных последствий внезапной остановки добычи нефти является то, что большинство людей попросту не сможет приготовить пищу обычным способом или банально отапливать свои дома. Многие отрасли промышленности зависят от нефти и газа, и конкуренция за то, что останется после прекращения добычи, будет жесткой. Конечно, во многих ТЭЦ используется уголь, но его доставка также осуществляется за счет транспорта, работающего благодаря нефти. И есть альтернативные и возобновляемые источники энергии типа ветряных турбин или солнечных батарей. Но их мощности на данном этапе недостаточно, чтобы обеспечить все потребности цивилизации. Социальный подтекст. Конечно, пока мы рассмотрели только физические особенности исчезновения нефти на планете. Но стоит понимать, что люди и социум кардинально трансформируются в течение кратчайших сроков, что влечет за собой тотальное изменение ситуации на всем земном шаре. Первые несколько месяцев будут самыми сложными и решающими в судьбе цивилизации. Конец нефти означает конец транспортировки, цепочки поставок, необходимой для функционирования современного общества. Грузовики, которые привозят все необходимое в города, остановятся, а машины, которые ввозят рабочих на работу, станут совершенно бесполезными. Это немедленно остановило бы большинство предприятий и служб в развитом мире. Это включает армию и национальную гвардию. Современные вооруженные силы почти бесполезны без транспорта для перевозки войск, продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Электричество в большинстве мест закончилось бы в течение недели, потому что поезда, доставляющие уголь, работают на дизельном топливе. Потеря угольных электростанций приведет к нарушению баланса энергосистемы и вызову каскадных отключений. Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии были бы доступны в течение нескольких месяцев, если бы их участки сети были должным образом изолированы. Возможно, они даже продолжали бы работать в течение многих лет при надлежащей защите. Пока невозможность смазывать движущиеся части или заменять сломанные компоненты, да, масло, солидол и другие смазочные материалы делаются из нефти, в конечном итоге не привела бы к поломке.
Поначалу люди в сельской местности будут в порядке, но города быстро станут непригодными для проживания и будут покинуты. Через пару недель вся еда в городах будет исчерпана, и люди будут сражаться насмерть за ресурсы, пытаясь покинуть каменные джунгли на велосипедах. Следующими падут близлежащие деревни, куда доберутся эти толпы беженцев. Когда запасы в пределах недели ходьбы истощаются, от голода умрет примерно половина населения. Случится это в течение нескольких месяцев. Еще треть умрет в течение года. Только люди, живущие вдали от цивилизации, будут в относительной безопасности. По иронии судьбы, беднейшие части развивающегося мира не пострадают, и для них ничего кардинально не поменяется. Следующим этапом развития социума станет формирование обновленного мира без нефти, где люди будут заново осваивать технологии электрических двигателей и других проектов, популярных при донефтяной эре. Конечно, такой процесс будет крайне сложным и бесполезным. Но в конце концов это случится. Через 50-100 лет население мира стабилизируется на уровне 1,5 миллиарда человек. Потеря нефти определенно приведет к концу света, который мы знаем. Это, вероятно, отбросит человеческую цивилизацию на 200-400 лет, прежде чем все будет восстановлено до сегодняшнего качества жизни с использованием альтернативных источников энергии. Выводы. Конечно, внезапное исчезновение нефти будет означать сокрушительный удар по цивилизации, который она может и не пережить. Хорошо, что такая ситуация невозможна в принципе, и нефть будет иссякать постепенно, а планета намекать нам на то, что необходимо обращать больше внимания на альтернативные источники энергии и искать выход из сложившейся ситуации. И этот выход обязательно будет найден. Уже сегодня есть образцы удивительных двигателей, работающих на водороде, а также многие другие чудеса света, которые попросту ждут своего часа. И даже без нефти, если она не закончится в одночасье, наш мир и человечество будет жить. Возможно, даже станет приятнее и прекраснее, а природа вокруг расцветет с новой силой. Ведь планета — это не только человек, а техногенная цивилизация не ответ на все вопросы. Симбиоз природы и человечества может стать ответом на многие важные вопросы и новой ступенью развития. Нескончаемые горы мусора в городах и океанах, воздух, которым просто невозможно дышать, проблемы со здоровьем – все это последствия деятельности людей. Человечество позволяет себе сливать отходы в водоемы, сжигать токсичный мусор, вырубать леса, строить ядерные станции. И, конечно же, все эти действия имеют огромное негативное влияние на окружающую среду. Планета начинает меняться и гибнет. А все потому, что человек возомнил себя хозяином Земли. Сегодня развивающиеся страны тратят миллионы и миллиарды на улучшение экологии в своих странах. Бедные страны все больше утопают в тоннах мусора. Давайте вместе разбираться со списком самых загрязненных городов планеты. Поехали! Кабул, Афганистан. Конечно же, военные действия не могут не оставить свой след. Они стали настолько регулярными, что люди к ним привыкли. Поэтому самый крупный город Афганистана стал одной большой свалкой. И жители города и предприятия сбрасывают отходы в реку Кабул, которая сегодня выглядит как большая лужа. Большинство людей живут в маленьких постройках без света и воды. Над городом постоянно скапливается смог. А все из-за того, что люди готовят еду на печках. Ими же и топят дома. Не так давно, благодаря западным странам, Кабул превратился в большой промышленный центр. А где много заводов, там много и отходов. Именно из-за этого, еще из-за старого транспорта и некачественного топлива, город превращается в одно сплошное скопление выхлопных газов. Тетево, Северная Македония. В этом небольшом городе находится сталелитейное предприятие. Именно оно сильно загрязняет воздух. Несмотря на это, правительство страны разрешило владельцам предприятия не торопиться с установкой очистительных фильтров. Экология города ухудшается, люди даже выходят на митинги, но ничего не помогает. Предприятие продолжает работать и загрязнять воздух. Вдобавок к этому устаревший транспорт добавляет огромное количество выхлопных газов, а отсутствие центрального отопления привело к тому, что люди топят дома углем и деревом. В зимнее время экологическая ситуация еще ухудшается, ведь на территории всей страны работают угольные электростанции.
Из-за этого в атмосферу происходит выброс взвешенных частиц и сажи. Фаридабад, Индия. Куда же без Индии в нашем антирейтинге? В Фаридабаде проживает более 1 миллиона людей, которые вынуждены дышать ужасным воздухом и пить грязную воду. Здесь налажено производство холодильников, мотоциклов, тракторов. Из-за постоянных выбросов в атмосферу выхлопных газов, промышленных отходов, сжигания мусора, город стал очень пыльным и грязным. Царившая нищета вынуждает людей мыться и стирать одежду в реке. В эту же реку сбрасывают мусор и отходы. Многим людям приходится пить воду из реки. Акбогблаши, Ганна. Здесь вы найдете самую большую свалку бытовой техники на Земле. Ежегодно сюда привозят более 200 тысяч тонн сломанной электронной техники, которая выделяет около 130 тысяч тонн токсичных отходов, в основном свинца. На сегодня эти объемы постоянно увеличиваются. Аккра, Ганна. Аккра – столица Ганны, с более чем 2-миллионным населением. Здесь тяжело дышать. Виной этому развитое металло- и дерево-обрабатывающие, нефтеперерабатывающие и автомобилестроительные предприятия города. Но главная причина загрязненности – это сжигание отходов. Здесь находится огромная свалка бытовых отходов, и чтобы получить алюминий и медь, местные жители выжигают их из старых приборов. Из-за этого в воздухе образуется токсичный дым, который со временем просто убивает людей. Большинство таких добытчиков умирают молодыми из-за отравления ядовитыми парами. Газиабад, Индия. В этом городе люди буквально ходят по мусору. Вдобавок еще и густой смог, который стоит над городом. Воздух сильно загрязнен из-за сжигания мусора. Его настолько много, что даже его сжигание не решает проблему, а только делает хуже. Вредят атмосфере города еще и промышленные выбросы. Дакка, Бангладеш. В этом городе напрочь отсутствуют очистительные сооружения. Именно поэтому все отходы и мусор жители скидывают прямо в реку. Здесь просто невозможно жить. Постоянный смог над городом из-за выхлопных газов и предприятий, ужасный запах гниющего мусора в воде. Все это делает жизнь местных жителей невыносимой. Бейрут, Ливан. Бейрут сегодня – это торговый центр и морской порт Ливана. В этом густонаселенном городе воздух очень загрязнен из-за машин. Но главная проблема города – это тонны мусора. Мусор здесь везде, а над городом стоит пыль и смог. Для борьбы с отходами правительство страны решило сжигать мусор на свалках. Если вы захотите искупаться в море, не советуем вам это делать. Это весьма опасно, ведь воды здесь загрязнены тяжелыми металлами. Они попадают в море с соседских предприятий и полей. Ранипет, Индия. Ранипет, Индия. Этот небольшой городок страдает из-за завода по переработке кожи. Отходы, содержащие канцерогены, попадают со свалки в грунтовые воды. Из-за этого земля и вода здесь отравленные. Людям приходится пить эту воду и заниматься сельским хозяйством на такой земле. Недавно правительство страны решило закрыть один цех завода, но ситуация практически не изменилась. Поэтому руководство завода обязали создать проект, который поможет снизить количество токсичных отходов. Ла-Ороя, Перу. Маленький город, находящийся перед Андами. В начале 20 века стал металлургическим центром. Здесь много лет успешно добывают цинк, медь и свинец, но совсем не следят за экологией. Поэтому окрестности Ла-Ороя выглядят печально. Выжженная земля без растительности. В этом городе детская смертность самая большая на планете, ведь количество тяжелых металлов в крови у населения превышено в разы. Тяньин, Китай. В этом городе ежегодно добывается огромное количество свинца. Здесь, в центре металлургии, жители просто окутаны дымом, а на расстоянии 15 метров уже ничего не видно. Но и это не самое печальное. Земля в городе пропитана свинцом, который попадает в кровь и может привести к слабоумию. Более чем в 20 раз превышено допустимое содержание пшеницы, выращенной на сшедших полях. Местное население часто вялое, забывчивое, раздражительное. Все это из-за огромного количества металлов в крови. Хо-Ши-Мин, Вьетнам. Местное население этого города постоянно страдает от хронической болезни легких. Этому способствует огромное количество транспорта на дорогах, выбросы в атмосферу промышленных и строительных предприятий.
а постоянные строительные работы способствуют большому количеству пыли и шума в городе. Сукинда, Индия. Более половины воды в этом городе содержит опасную для жизни дозу хрома. Согласно анализам, около 2/3 болезней местного населения вызваны огромным количеством хрома в крови людей. Линьфэнь, Китай. Раньше Линьфэнь можно было назвать раем на земле, но сегодня это совсем наоборот. С конца 70-х годов здесь началась работа угольных шахт. Местные жители постоянно ходят в респираторах и не снимают их и дома, а если повесить белье сушиться на балконе, то вскоре оно станет черным. Здесь процент больных раком значительно выше, чем в других китайских городах, а на улицах тяжело что-то рассмотреть из-за густого смога. Улан-Батор, Монголия. В Улан-Баторе все те же проблемы, что и в других загрязненных городах. Здесь производят практически половину промышленной продукции Монголии, а еще огромную часть электроэнергии на ТЭЦ. Местные жители греются углем плохого качества из-за отсутствия отопления, поэтому зимой воздух чересчур загрязнен. В городе нет завода по переработке мусора, поэтому проблема утилизации мусора здесь распространена. Его очень много, и чтобы от него избавиться, люди просто сжигают отходы. Все это серьезно вредит экологии и здоровью людей. Норильск, Россия. В Норильске средняя продолжительность жизни на 10 лет меньше, чем в других российских городах. Это неудивительно, ведь ежегодно в городской воздух выбрасывается около 1000 тонн оксидов никеля и меди, и еще вдобавок более 2 миллионов тонн оксида серы. Воздух здесь очень загрязнен, что, естественно, сказывается на здоровье, качестве и продолжительности жизни местного населения. Чернобыль, Украина. Почти 35 лет прошло с момента катастрофы в Чернобыле. Но это место еще долгие годы будет невозможным для жизни. С виду там не все так печально, нет мусора, нет выхлопных газов. Но в воздухе содержится стронций и цезий, и еще больше 10 радиоактивных элементов. Если здесь прожить некоторое время, легко можно заболеть лейкемией или другим раковым заболеванием. Кабве, Замбия. В начале 20-го столетия здесь были найдены залежи свинца, и весь прошлый век местные жители добывали и выплавляли свинец. Так как производство никто не контролировал, в атмосферу попало огромное количество токсичных отходов. Несмотря на то, что уже несколько десятков лет назад все предприятия закрылись, последствия деятельности людей сказываются на местном населении и сейчас. Так, в 2006 году в крови детей, проживающих в Кабве, обнаружили кадмия и свинца в 10 раз больше. Своей бездумной деятельностью и постоянной жаждой наживы человечество навредило не только окружающей экологии, но и самому себе. Поэтому сейчас мы видим города и океаны, утопающие в мусоре, людей, пытающихся избавиться от мусора и сжигающих его, что приводит к другим катастрофам. Человечество возомнило себя хозяином планеты, за что сейчас и расплачивается. А вы как считаете, получится ли у нас в ближайшее время решить проблему с мусором и с выбросами в атмосферу, чтобы следующее поколение смогло дышать чистым воздухом и пить чистую воду? Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о городах, которые до глубины души поражают ужасными условиями для жизни, высокой преступностью и нищетой. Африканский континент – колыбель бедных стран, но не только там живут люди за чертой бедности. В этом видео мы расскажем, в каких крупных городах до сих пор нет электричества, питьевой воды и общественного транспорта, какие города катастрофически перенаселены и являются рассадником смертельных заболеваний. Вы узнаете, почему богатые природными ресурсами страны не могут обеспечить своих граждан достойными условиями жизни. Так что пристегивайте ремни и поехали в кругосветное путешествие по 10 беднейшим городам планеты. Дхарави, Индия. Около миллиарда жителей Индии запредельно бедны. Миллионы из них обитают в полной антисанитарии и не имеют доступа даже к питьевой воде. Дхарави – это административный район города Мумбаи, где находятся одни из крупнейших трущоб в мире. Здесь поселяются малоимущие люди, приехавшие из сел в поисках работы. Около 1 миллиона человек проживает в основном в домах из картонной коробки в несколько метров с крышей из куска пластика или шифера. Аренда такого жилья составляет около $4 в месяц при средней зарплате
зарплате в день $1-2. В Дхараве есть и высотки, но их внешний вид отнюдь не лучше трущоб. Вместо главной улицы здесь широкая труба, по которой люди добираются к работе. По всей территории раскиданы горы мусора. Жители могут спать прямо на лавках, сидеть на земле, пренебрегая санитарными нормами. Здесь много попрошаек, но есть и рабочий класс. В Дхараве много местных фабрик, мастерских, но самая востребованная профессия – сортировщик мусора. Район трущоб сильно контрастирует с респектабельным Мумбаем, центральная часть которого построена англичанами в европейском стиле. Но грязные бедные кварталы все равно пользуются популярностью среди туристов. Конакри, Гвинея. Ужасающая бедность, эпидемии и ядовитые твари. Первое, что приходит на ум при упоминании Гвинеи. Несмотря на изобилие природных ресурсов, бокситов, алмазов, золота, большая часть населения страны катастрофически бедная. В городе Конакри, столице Гвинеи, отсутствует общественный транспорт, до сих пор встречаются перебои с электричеством и водоснабжением. Этническая дискриминация и колоссальное социальное расслоение затормаживают развитие перспективного портового города. Средний доход в Конакри составляет $5 в день, а цены на товары и услуги совсем не дешевые. Например, 1 литр бензина стоит около $1,5. Сама столица утопает в мусорных свалках, от которых за километр слышен неприятный запах. Обратиться в больницу или дать ребенку достойное образование уже роскошь. Истерзанная войнами и пропитана коррупцией Гвинея очень медленно развивается. Люди зарабатывают себе на жизнь в основном в ресурсодобывающих компаниях и на предприятиях обрабатывающей промышленности. Кроме того, через порт Конакри осуществляется экспорт фруктов, кофе, ценных ископаемых, рыбы. Но этого не хватает для преодоления финансовых проблем. Монровия, Либерия. В XIX веке бывшие темнокожие рабы из Америки основали на берегу Атлантического океана страну свободы – Либерию. Но со временем гражданские войны, эпидемии лихорадки Эбола, затяжные экономические проблемы сделали Либерию беднейшей страной Западной Африки. Более 60% жителей живут за чертой бедности. Экономика сосредоточена на экспорте железной руды, каучука, древесины, но этого недостаточно для поддержания приемлемого уровня жизни граждан. В Монровии, столице Либерии, большинство населения живет на $1-2 в сутки. Люди вынуждены жить и трудиться без электричества и при отсутствии питьевой воды. Чтобы обеспечить семью и хозяйство, местные жители дожидаются автоцистерн с водой, но и те ездят нерегулярно. В городе отсутствует асфальтированное покрытие и общественный транспорт. На огромные расстояния либерийцы передвигаются пешком по грязным разбитым улицам. В Монровии не хватает квалифицированных врачей и препаратов, что порождает высокий риск заражения инфекциями ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями. Международные политические организации помогают стабилизировать ситуацию в Либерии, но процесс восстановления проходит очень медленно. Петаре в Каракасе, Венесуэла. Когда-то богатое нефтью южноамериканское государство Венесуэла переживает трудные времена. Раскол власти, обвал экономики, гиперинфляция привели население страны к бедности и росту преступности. Столица Венесуэлы Каракас – один из самых опасных городов мира. В этом большом, но очень бедном городе многие здания превратились в руины. Большинство людей не могут получить хорошее образование или найти достойную работу. Столица поделена на районы. К юго-востоку расположены более-менее безопасные кварталы. А вот в западные районы лучше не заходить. Один из самых известных криминальных районов Каракаса – трущобы Петаре. Здесь каждый день борьба за выживание. Большинство людей живут в так называемых домах из картона и тряпок. Петаре – это рассадник несовершеннолетних воров и убийц, обитающих в горах мусора. Районом правят уличные банды, постоянно воюющие между собой за власть. От рук уголовников ежедневно погибает более десятка людей. Местные жители страдают от насилия, голода и антисанитарии. Невозможность купить еду и лекарства толкают их ступать на преступный путь. Антананариву, Мадагаскар. Мадагаскар – одно из беднейших государств мира, застрявшее в промышленном средневековье. Коррупция, военные конфликты, государственные перевороты сделали более 70% населения страны критически бедными. Столица Мадагаскара напоминает один большой стихийный рынок.
Местные жители, будучи запредельно бедными, не любят просить милостыню. Они найдут способ заработать. В основном они продают то, что найдут на многочисленных городских свалках. Колоритные торговцы переносят свой товар на головах и раскладывают прямо на тротуаре. Кроме того, люди здесь занимаются животноводством, обработкой земли и производством кирпича. На неасфальтированных дорогах можно встретить современные автомобили, гужевой транспорт и даже самодельные аппараты. Поскольку большинство земли заселено незаконно, город переполнен людьми, живущими в антисанитарии. Но неплохие условия, невысокий уровень преступности и смертности не мешает местным семьям иметь в среднем по 5 детей. Кибера в Найроби, Кения. Найроби – столица Кении и самый большой город в Восточной Африке. Это город контрастов, где шикарные небоскребы сменяют бесконечные трущобы. В 6 километрах от центра Найроби находятся самые большие трущобы Африки – Кибера. В начале 20 века британское колониальное правительство поселило здесь нубийских солдат. В поисках работы сюда больше приезжало сельских мигрантов, арендуя жилье у нубийских помещиков. Сегодня в Кибера проживает около 1 миллиона людей, представителей основных этнических групп Кении. В независимой, динамично развивающейся Кении на окраинах столицы проживают абсолютно нищие люди. Их хижины слеплены из глины, фанеры, ржавого металла и битого шифера. Свернувшись калачиком, большинство из них спит прямо на полу, предварительно закопав раскаленный уголь в землю, чтобы согреться. Лишь 20% жителей трущоб имеют электричество, а радио или телевизор есть только у единиц. Канавы вдоль улиц служат стоком для отходов, источником воды и своеобразной канализацией. В Кибере есть несколько общественных туалетов, где можно помыться, постирать одежду и справить нужду. Но кенийцам проще заменить туалет пакетом и выбросить его на улицу, как остальной мусор. Эти трущобы – рассадник СПИДа, туберкулеза и холеры. В таких условиях в Кибере работают магазины, кафе, люди ходят на работу, занимаются домашними делами. Манила, Филиппины. Филиппины известны туристам как райское место с шикарными пляжами и белоснежным песком. Но на самом деле жизнь большинства местного населения омрачает беспросветная нищета. А все потому, что страна неблагополучная, природные ресурсы истощены, все отрасли жизни коррумпированы, города перенаселены. Столица государства Манила – самый густонаселенный город мира. В огромном мегаполисе, кроме музеев, церквей и современных высоток, есть и трущобы. На окраинах, в бедных районах, проживает около 20% местных жителей, и с каждым годом их число увеличивается. В таких районах царит бедность и безысходность. Преступность, частые пожары в деревянных домах, мусор под ногами – вот описание этого места. На Филиппинах легализовано бродяжничество. Здесь очень легко стать бомжом, потеряв дом во время очередного стихийного бедствия или обанкротившись. Но больше всего поражает северное кладбище Манилы. Здесь, прямо на могилах, целыми семьями живут около 10 тысяч людей. На кладбище есть магазины, кафе и даже детские площадки. Бедняки поселяются в склепах вместе с мебелью и техникой. Некоторые из них зарабатывают, ухаживая за могилами или оказывая услуги посетителям. Киншаса. Демократическая Республика Конго. Гражданские войны, вооруженные столкновения, политические потрясения погрузили Конго в тотальную бедность. Наличие огромных залежей полезных ископаемых не способствует улучшению экономической ситуации. В стране до сих пор не удалось побороть коррупцию, преступность и внутренние конфликты. Большая часть Киншаса, столицы Конго, представляет собой сельскую местность. В городе проживает около 9 миллионов человек, средний заработок которых составляет $1 в день. Столица страдает от перенаселения, недостатка рабочих мест даже при низких зарплатах. Из-за высокого уровня преступности и детской беспризорности Киншаса стал не только бедным, но и опасным. Люди здесь редко доживают до 40 лет, так как трудятся на физически тяжелой работе. Кроме того, война привела к повышенной смертности мужского населения. От голода и истощения часто умирают женщины, которые не в состоянии себя прокормить. Без надлежащей медицины здесь часто вспыхивают эпидемии, такие как Эбола или желтая лихорадка. Многие жители Киншаса выживают лишь за счет гуманитарной помощи. Банги. Центральноафриканская республика. ЦАР – беднейшая страна мира.
Государство пережило правление диктатора-людоеда, насильственные захваты власти, множество войн, последние из которых длится до сих пор. Нестабильная ситуация в стране спровоцировала повальную безработицу, остановила развитие производства и способствовала обеднению населения. Столица Цар-Банги является одним из худших городов в мире по качеству жизни. Город делится на современные застройки и африканские кварталы. На окраинах столицы находятся самые неблагоустроенные районы. Здесь нет инфраструктуры, общественного транспорта и элементарных удобств. Большая часть населения по-прежнему неграмотная. Низкое качество здравоохранения, нехватка питьевой воды приводят к распространению таких заболеваний, как тиф, малярия, ВИЧ. Средняя продолжительность жизни людей не превышает 50 лет. Основной источник дохода жителей Банги – поодинокие туристы, заготовка сырья на экспорт, торговля на рынке, а заработок составляет чуть меньше $1 в день. Дакки, Бангладеш. Бангладеш – удивительная страна с богатой историей, древними памятниками, чистыми песчаными пляжами и всепоглощающей бедностью. Экономический рост страны тормозит коррупция, бездарное использование ресурсов, политическая нестабильность и социальное неравенство. Столица Бангладеша Дакка считается социальным дном планеты и самым грязным местом в мире. Из-за внутренних мигрантов, приезжающих на заработки, город похож на муравейник. На площади 304 квадратных километра проживает более 15 миллионов людей. В Дакке плохие дороги, почти нет светофоров, а скопление народа создает невероятные пробки. Уровень загазованности превышает норму в 10 раз. Местные жители исправляют нужду прямо на улицах, в канавы на обочине. Все вокруг завалено разлагающимся мусором, нечистоты сливаются на улицу или в реку. Рядом уличные торговцы продают еду, которую принято есть руками. Антисанитария и жаркий климат способствуют развитию эпидемий. Четверть населения Дакки безработна, а больше половины всех работающих заняты в домашнем хозяйстве или неорганизованном труде. Активное ведение сельского хозяйства не помогает полностью преодолеть голод, так как урожай периодически уничтожают наводнения. Это была десятка самых бедных городов мира, где люди не живут, а выживают. Как вы думаете, кто виноват в запредельной нищете? Власть или само население? И как можно исправить ситуацию? Пишите свое мнение внизу в комментариях.